Так, я коротко расскажу про 4 основы осознанности. Первое — это созерцание тела. Второе — это созерцание чувств. Третье — это созерцание ума. И четвертое — это созерцание умственных процессов и качеств. Итак, основа осознанности — созерцание тела. Это осознанное созерцание тела или рупакханха, совокупность тела или физической формы. То есть созерцание всех движений, поз и частей тела. В основном как раз вот в этом центре этим и занимались. Далее второе — это основа осознанности созерцания чувств. Осознанное отслеживание чувств или веданатханха, совокупность чувств. То есть созерцание приятных и неприятных или нейтральных чувств. Это как раз уже более глубокая практика, которая требует много усердия, времени. Третье — это основа осознанности созерцания ума. Это осознанное созерцание ума виньяна кханха, совокупность сознания, то есть созерцание ума и состояние сознания. То есть еще более продвинутая, углубленная практика. И четвертое — это основа осознанности созерцания умственных процессов и качеств. Это осознанное созерцание умственных процессов и качеств или санья кханха, совокупность памяти и восприятия. Так вот, в данном центре мы практиковали как раз сатипатану осознанности созерцания тела. И здесь я как раз разберу, что такое созерцание тела. Это практика осознанного созерцания различных состояний, которые появляются через тело или рупу кханху. Да, это на пали называется рупа кханху. Физическую присваиваемую совокупность. Созерцание тела включает направление внимания на наблюдение и ментальное отслеживание или осознание движения стоп во время осознанной медитации, ходьбы. К примеру, правая идет так, левая идет так. Человек созерцает движение в каждом шаге в тот момент, когда он осуществляется. Созерцание тела также включает осознанное отслеживание естественных движений живота при обычном дыхании во время сидячей медитации. Человек становится осознанно осведомлен и отмечает каждое движение живота по мере его возникновения. Подъем, падение, подъем, падение. Созерцание тела включает созерцание главных и второстепенных движений и поз, которые включают в себя все функции тела и его деятельность. Человек осознанно созерцает и умственно отслеживает главные положения тела. Стоит, идет, сидит и лежит. И второстепенные, такие как сгибается, вытягивается, поворачивается, поднимается, отпускается и так далее. При правильной медитационной практике практикующий сначала делает упражнение «Осознанный поклон», медленно двигаясь и внимательно отмечая, осознавая движение рук и тела. Покажу вам, как делаются осознанные поклоны. Для начала начните с положения сидя на коленях, если это возможно. Положите руку на бедра, ладонями вниз. Правая ладонь на правом бедре, левая ладонь на левом бедре. Пальцы рук соедините вместе и проследите, чтобы плечи были выпрямлены, но при этом расслаблены. В Таиланде традиционно мужчины сидят на пятках, опираясь на пол согнутыми носками, а женщины сидят со ступнями, развернутыми назад, подсовывая их под ягодицы. Однако, если нет возможности сидеть таким образом, то подойдет любое положение. При необходимости можно использовать стул или подушку. Полный ролик вы найдете по ссылке в описании. И также в описании вы найдете ссылку на видео на медитацию осознанной ходьбы.